Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего, события ближайшего времени. Таро на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте раскроем, узнаем, каковы подсказки карт, как карты в целом видят для вашего знака зодиака ситуации, которые могут сложиться на этой неделе. И у нас есть колода подсказки, как бы совета от ангелов, и мы в конце нашего расклада достанем и откроем одну карту, чтобы прояснить, может быть, дать больше информации. А в начале наши традиционные вопросы мы зададим на колоде Таро иллюминатов. И первая карта, первый вопрос, что важно знать. Возможно, какие-то как советы или какая сфера жизни проиграется у вас на этой неделе более активно. С чем вы можете столкнуться, может быть и так, что нужно учитывать, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать и что вам будет помогать. Что скрыто. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы какие-то, согласования, финансы, личная жизнь и подсказка от Таро ангелов. Спроси у ангелов. Хотя колода называется «Ответ ангелов». Итак, что же важно? Ух, Луна. Ну, какие-то тысячи неопределенностей, непонятностей. Хотя у кого-то, не у всех, безусловно, у кого-то банально может проиграться, к примеру, события вашей личной жизни, события дома, может быть, в вашей семье, или для кого-то как отдых, и вы находитесь именно дома, и будете как раз что-то благоустраивать, улучшать, делать более комфортным. По карте Луна это место нашей безопасности, и поэтому это можно переложить на всех. У вас словно должно быть это место безопасности. Но какой-то запасной маневр у вас, мои дорогие девы, это важно знать, у вас всегда должен быть. Вы должны всегда иметь возможность как минимум отступить полшага назад и так словно уйти за кулисы. Все же о самосохранении карта говорит. И это может быть любая ситуация. Элементарно у кого-то на работе или в каких-то делах может проиграться таким образом, когда есть какой-то процесс, предположим, переговорный по самым разным поводам, и вы какие-то согласования проводите, вы с чем-то не определились, и поэтому ретироваться это не значит испугаться. И, может быть, это сделать совершенно необходимо, и вот этот самый маневр вы должны как будто иметь. В принципе, сама по себе обстановка ее ясной не назовешь, потому что, как я сказала, тысяча неопределенностей. Это то, что вокруг вас. И мы собой, кстати, не рискуем. Не рискуем добрым именем, не рискуем всем тем, что вы уже наработали. Вы по этой карте сразу, как и совет, наблюдай, слушай свою интуицию. Шестое чувство вам будет давать очень верные подсказки, может быть, и направления. Поэтому тут вокруг своеобразная какая-то неразбериха может быть. Но ваша душа, она мудрая. Она точно знает, куда следует идти или что продолжать. А где пока, как минимум, повременить. Неожиданности. А вот какая-то двойственная ситуация у вас может создаться. И скорее по двойке пентаклей это что-то может тянуться уже из прошлого. У нас весь осенний период это как возврат какой-то прежней ситуации, или с чем-то мы должны определиться окончательно. Может быть и какая-то финансовая сторона вопроса. Но мы, знаете, по этой карте не строим каких-то грандиозных планов и в то же время не отказываемся. По этой карте, именно в этой колоде карт, могут быть внезапные предложения. И тогда нам говорят: быстро собирайся и куда-то отправься.
если тебе предлагают какую-то поездку. Будь легок на подъем. И у нас 2 корабля, один из символов Меркурия, мои дорогие. И как раз Меркурий на этой неделе очень будет актуален именно для вас. И словно он вам помогает решить какой-то вопрос. И у кого-то проиграется буквально. Пока я сижу вот в этом месте, я этот вопрос не решу. А я поеду именно, может быть, по месту нахождения этого вопроса или конкретного человека. И я там совершу разговор, я проясню какую-то ситуацию. У кого-то могут быть совершенно внезапные предложения. К примеру, может проиграться, все же мы на неожиданности смотрим. Такая ситуация, когда вам предложат, мои дорогие девы, сделать какую-то работу. Это как, допустим, руководитель в отпуске или болен, или какая-то еще ситуация с его отсутствием. И вы вроде бы чувствуете, что да, я никогда этим не занимался, я что-то делаю впервые. Но вот некоторый экспромт на этой неделе вам как раз может помочь. Вы как будто о себе заявить можете на этой неделе. Но это приходит внезапно. Почему нам говорят, ты тут не строй грандиозных пока планов, а пока словно, ну, где-то методом проб, может быть, и ошибок, ты от чего-то потом откажешься. Но, тем не менее, через вот эти пробы ты себе нарабатываешь, ну, некоторые, как знакомства с какими-то деталями, с какими-то людьми или с какими-либо обстоятельствами, возможностями, словно раскрываешь свой собственный горизонт. Чему сейчас не время, давайте узнаем. Колесо фортуны. Может быть, поэтому нам так немножко притормаживают карты. Вот та ситуация уж как минимум на начало недели, а то и в течение недели. Она у вас такая, что, знаете как, вы не видите, что в последующем и еще раз что-то будет меняться. И это могут быть связаны перемены, да с чем угодно. Или обстановка вокруг вас, или перемены в вашем социуме. И значит, может быть, с вашими знакомыми, с вашими близкими, какими-то родственниками, может быть, даже далекими. Но каким-то образом, может быть, придут в последующем какие-то известия. И это будет все равно влиять на вас. Или словно какая-то обстановка тоже может измениться и влиять на вас. Но сказать, что мы этого ждем, что нам, как фортуна, протянет руку, вот это нет, вот этому не время. Но и еще пока и не время, словно какое-то место застолбить, мои дорогие, да, ну так если образно выражаясь, или искать на этой неделе какую-то прочную опору в чем-то. У вас как будто есть это место безопасности, где вы буквально можете укрыться или взять эту паузу и находиться, или наблюдать за тем, как разворачиваются события. Где-то карта говорит, да, еще будут эти перемены, но ты пока не можешь их не убыстрить, ты не можешь кому-то дать какие-то обещания, потому что в последующем у тебя тоже что-то изменится, и ты будешь как-то более скован в своих действиях. Поэтому вот этот момент учтите. Что будет вам помогать? Вот буквально, когда мы никуда не торопимся, но и в то же время нам помогает, когда мы не будем заложниками, да, вот если мы говорим, вы пытаетесь что-то ускорить или с чем-то разобраться, и уже какие-то обязательства принимаете, или какие-то соглашения с кем-то проводите, подписываете документы какие-то важные, а этим самым вы поставили свою подпись, может быть, кто-то и печать, и себя как к этому месту, буквально пригвоздили. И вот этот самый тупик, это может означать, потому что, взяв какие-то обязательства, мы потом в последующем не можем от этого отказываться. У вас 2 старших аркана, колесо фортуны и повешенный, причем в разных совершенно позициях. Пусть бы наоборот было, а тут вот именно какая-то некоторая неразбериха, и как раз Луна это подтверждает. Поэтому вы должны быть легкими на подъем. Вы не должны иметь каких-то давлеющих над вами обязательств. Иначе, когда вот это колесо фортуны развернется в вашу как будто пользу, для вас с плюсом, или будет что-то предложено, чтобы вы не смогли отказаться от этого или не вынуждены были, может быть, отказаться. Ведь иногда тупик как раз по аркану повешенного и вам помогает как раз, когда вы выходите из мутных ситуаций, из подвешенных каких-то отношений или из двойственной какой-то качелеобразной истории, неважно, личная она или по работе.
Вот для вас лично все должно быть определено. По крайней мере, карта интуиции, карта Луна. И мы сказали, интуиция как раз шестое чувство будет работать хорошо. Поэтому какую-то свою стратегию, тактику нужно в уме держать. И при этом что-то пробовать. Потому что вам как будто этот навык пригодится. Что скрыто? А тут, правда, может быть и человек, который скрывает. У нас выпадает королева жезлов. Да, это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Хотя мы к гороскопам не привязываемся, но тем не менее. Это у нас Овен, Лев, Стрелец. Хотя вы можете и не знать, у человека асцендент в одном из этих знаков. И у нас, обратите внимание, черный кот. И это как раз прообраз того, что вы никогда от этой королевы не узнаете правду. Это не обязательно может быть женщина. Это может быть и мужчина. Но энергетика карты такова, что нам рассказывают о человеке, который имеет достаточно сильную позицию, но это не произошло само по себе. Человек прошел очень сложный путь, и вы по нему можете никогда не предполагать, что он в своей жизни столкнулся с какими-то непреодолимыми проблемами, но тем не менее он их преодолел. И его как раз быть таким немножко как бы в тени, при том, при всем, что это могут быть люди, которые словно магнит нас притягивают. С ними хочется общаться, дружить, узнать о них что-то более подробно. Ну так вот мы никогда не узнаем. Так вот эта позиция вынудила человека себя где-то сохранять. С одной стороны, эта карта и вам дает совет быть в таких же энергиях. Но вы можете с такими людьми и столкнуться. Так вот, королева жезлов, она наиболее удачлива в решении вопросов дела, работы, бизнес и деньги. Поэтому где-то примерьте и на себя. И люди-то тоже где-то вам могут не договаривать. У каждого свои планы. Дела, работа, бизнес. У кого-то здесь в планах может быть как и переезд, так и смена работы. Может быть по этой карте и предложение, правда. Но вам как будто нужно мелкими шагами идти вперед. По шестерке мечей действительно перемены будут. Мы переворачиваем страницу жизни. Но это не происходит как-то в одночасье. Это происходит постепенно. И самое главное, не оглядывайся назад, нам вот так говорят. Прежний опыт тебе не пригодится. Может быть, поэтому карта интуиции и говорит: слушай себя. Но в этой колоде карт это называется карта заслуженного успеха. То есть какой-то успех определенно у вас в делах, в бизнесах, может быть, в согласованиях каких-то будет. Но вам придется вот совершить этот путь в одиночку. Это нужно обладать внутренней какой-то силой, верой в самого себя, но и где-то быть готовым к неожиданностям. Да, колесо фортуны так и может проигрываться. Здесь какой-то успех может к вам прийти, к примеру, в том деле или в той области, где вы даже этого меньше всего ожидали. Все то, что я сказала по двойке пентаклей, вам буквально может помогать. Какой-то успех, деньги. Ну, девятка кубков, карта эгоиста. Когда у нас деньги есть, с одной стороны, мы можем расслабиться. Или по этой карте, обратите внимание, в этой колоде она достаточно темная. Нам показана персона, которая довольна собой, довольна своими финансами. И как будто ей ничего не нужно. И ей никто не нужен. Но где-то, я бы сказала, будьте аккуратны с азартными играми, с учетом карты Луна и в позиции, чему сейчас не время. Не время испытывать эту фортуну, точно. Не рискуйте добрым именем, не рискуйте своим положением, не рискуйте финансами. Но деньги есть, деньги будут. И для кого-то из вас как раз какая-то траектория финансовая в сторону увеличения на этой неделе может состояться. Причем приходит это как-то неожиданно. Может быть, как и предложение по работе, у кого-то по должностям. Может быть, да, подвижка, вам может быть что-то предложено. Или для кого-то из вас как вторичный доход. И кто знает, может быть, вы станете перед выбором. Либо я хожу на первую свою работу или занимаюсь той привычной деятельностью, которой я занимался всегда. Или у меня словно выстрелил вторичный доход. Может быть, мне вообще есть смысл переключиться на что-то другое.
По финансам тут как раз порядок. Но помните, не рискуем финансами. И деньги не тратим. Карта повешенного. Вообще очень продуктивная неделя, несмотря на то, что какая-то неразбериха и хаос вокруг вас. И как раз королева Пентаклей умеет отстроить свой порядок. Это карта самодостаточного человека. Это как и правильных вложений, это как и сделать свое жилье более комфортным, более надежным, более презентабельным даже. Вот и так может быть. По этой карте, карта, когда мы уделяем внимание собственному здоровью, мои дорогие, и я могу предположить, что если для кого-то это актуально, хотя ни одна карта об этом не сказала, но тем не менее, по здоровью вы тут тоже как будто что-то улучшить можете или разобраться, может быть, с каким-то диагнозом. Ну, по этой карте улучшается самочувствие, как минимум бодрость. Все в ваших руках, где-то в вашей прагматике, безусловно, но и во вдохновении, мои дорогие. Потому что королева Пентаклей, она сказку умеет сделать былью. Поэтому вот тот какой-то ее проект или план, мысль, идея, она умеет воплотить в жизнь. И у кого-то это будет проигрываться, к примеру, конкретно, если вы человек семейный, если вы в паре, ну, достаточно, все у вас как-то и под контролем, и все у вас идет хорошо, взаимопонимание, можно сказать так. И если у вас до этого вот была такая же история, для тех, у кого как раз были тысячи неопределенностей, но здесь могут быть какие-то вопросы, но, скорее всего, это вам захочется с чем-то разобраться. Это у вас может быть какой-то дубль 2 план, и вы будете что-то решать. Здесь вы командуете парадом на этой неделе, мои дорогие девы, поэтому будьте внимательны к той траектории, которую вы прокладываете. Карта совет. Решать тебе. Но тут правда решать тебе. Тут вот, но я не могу сказать, что однозначные именно на этой неделе могут быть приняты решения. Карта Луна о 1000 неопределенности. Но если вы в чем-то уверены, возможно, с чем-то вы и определитесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.